прошлой серии «Бедной Насти». Не стоит. Рана пустяковая. Дядюшка, милый, что с вами? Пошлите скорее за доктором. Сейчас же. Порф, я жду вашего выстрела. Ты никогда не умела лгать. Где Лиза, ну? Наследник российского престола стреляется на дуэли. А барышни опасаются моего гнева. Боже мой, какой идиот! Карл Модестович! Карл Модестович! Карл Модестович! Да вставайте же! Вставайте! Боже мой, что это было? Я как будто бы в обморок падал. Лишились чувств, как кисейная барышня. Идемте отсюда скорее. Вставайте! Подожди. Что за спешка? Голова раскалывается. Да оставьте вы эти цветы! Ты что, совсем сдурела? Цветы они в комнату ставить. Да что вы заладили? Цветы, надо было, вот и поставила. У вас, Карл Модестович, голова не о том думает. Подумайте лучше, что будет, когда барон поправится. Как выкручиваться-то будете? Не поправится, ты же сама его видела. Губы синие. Или слова выговаривает. Умрет. И очень скоро. Карл Модестович, вы в Бога верите? Ну, верю. Тогда молитесь, чтобы он действительно помер. Стой. Куда пошла? Чертовка. Да, еще. Убедительная просьба, Иван Иванович. Соблюдайте постельный режим. Я зайду к вам позже. Илья Петрович, что с бароном? Неважно, Лизонька. Нервное расстройство, сердечные шумы, да и годы, знаете, дают о себе знать. Мне необходимо с ним поговорить, доктор. Сожалею. Сожалею, но сейчас нужно барону только покой. Лиза, здравствуй. У тебя что-нибудь серьезное? Может быть, я передам барону, когда он отдохнет? Лизонька, Анна права. Вы оставьте свое сообщение, а сейчас барона беспокоить крайне нежелательно. Мне необходимо с ним поговорить сейчас. Доктор, прошу вас, я понимаю, что я пришла не вовремя. Мне очень жаль, что барон не здоровится, но я не могу ждать. Лиза, Лизонька, что там стряслось? Иван Иванович, можно мне поговорить с вами прямо сейчас? Это очень важно. Заходи, Лизонька. Маменька, постойте. Довольно болтовни. Я хочу узнать, в чем там дело. Маман, подождите. Я еще хотела спросить. Барыня, а я к вам. Вот, Елизавета Петровна просила передать вам это. Изрядная, однако, работа. Добротная. А что же Елизавета Петровна сама не принесла? Барышня изволит почивать. Почивать, говоришь, изволит? Я же говорила вам, маменька, а вы мне все не верили. Зачем мне вас обманывать? Не здоровится Лизе, вот она и ее в сон и клонит. И правильно, пущай спит. Я слышала, что во сне все силы восстанавливаются. Так как ей станет получше, так она сразу же и встанет. Да когда же она успела столько сделать-то? Стишки-то какие мелкие. Тут работа не на одну ночь. Так и есть, барыня, не на одну ночь. Елизавета Петровна всю ночь работала, и утром сегодня тоже. Для меня, да, старую, конечно. Откуда только в ней это старание-то проявилось? Чтоб Лизавета, да всю ночь, да целое утро на одном месте просидела, прям заболела. Маменька, да что ж вы все не верите? Лиза для вас же старалась, не хотела вас ослушаться. Вы же сами велели вышивать, вот она и руку не покладала. На славу потрудилась. Ничего не скажешь.
Если я доживу до времени, когда не смогу открыть бутылку шампанского, это, пожалуй, впрямь будет конец. Опа! Хотя до конца, как видишь, еще далеко. Давай-ка. Давай-ка, друг мой, выпьем за то, чтобы все наши желания исполнялись. За исключением тех, которые могут нам навредить. Точно. Кстати, когда твой отец возвращается в Петербург? Кстати, ты находишь, что сейчас это кстати. Посмотрите-ка на него. Его лучший друг только что чудом избежал смерти, а его интересует, когда отец вернется в Петербург. Разве ты не собираешься рассказать ему про дуэль, про свое чудесное избавление? Миш, да брось. Меня не обманешь. Ты ведь не отцом интересуешься, а Анной, не так ли? Ты, как всегда, чертовски проницателен. Послушай, странно, что ты за все годы не рассказывал мне про нее. В доме полно людей. Что ж, не обо всех рассказывать? Ну что ж, изволь. Вот, к примеру, конюх наш, Никита. Призабавнейший, скажу тебе, уволень. Да конюх конюхом. А я ведь считал, что Анна тебе как сестра. Миш, я считаю, что женщина недостойная тема для обсуждения в такой день. А чего же, если женщина достойная тема для дуэли? Так то какие женщины? Я списываю твое равнодушие только на то, что вы выросли вместе. Но, Вальдемар, ей-богу, ты слеп. Анна бесподобна. Увы, мой друг, я слишком хорошо все вижу. А вот ты близорук. Простую стекляшку принимаешь за бриллиант. Что это значит? А это значит, что Анна вовсе не та, за кого ты ее принимаешь. Не понял, объясни. Я ненавижу вас. Господи, ты цела. Слава Богу, ты цела. Что случилось? Тебе не стыдно притворяться? Да как тебе в голову могло прийти драться на дуэль? Вы уже знаете. Ты как ребенок. До сих пор не поймешь, что от матери ничего не скроешь. Как ты мог рисковать своей жизнью? Простите, матушка, я не хотел сделать вам больно. Вы уже сказали отцу? В этом не было необходимости, я в курсе. Фрейлина императрица госпожа Калиновская рассказала мне. Отличная работа. Очень хорошо. Ну, никогда бы не подумала, что Лиза столь усидчива. Барыня Елизавета Петровна очень способная. Видать, в охотку пошло, так она до рассвета и не отрывалась. Вы еще не знаете, на что она способна, когда захочет. О, вот это ты верно заметила. Иной раз от нее не знаешь, чего и ждать-то. Столько у нее скрытых талантов. И ведь не зная я, наверное, что это Лизиных рук дело, подумала бы, что твоя работа, Татьяна. Ты ведь у нас тоже вышивальщица-то знатная. Спасибо, барыня. Так ведь это же я Елизавета Петровна научила. Вот видите, вот эти вот стишки? Это я ей показала. И ей так понравилось, что она полнаволочки таким способом вышла. Научила, говоришь? Покажи-ка руки. А зачем это, барыня? Что? На сенокос захотела? Покажи руки. Ну, так я и знала. Все пальцы исколоты. Твоя работа. Ну что, сговорились, да? Мать обмануть задумали, да? Маменька, маменька, да что вы, да как можно, маменька? Прочь с дороги. Ну, если ее там нет... Сударыня, да успокойтесь же. Наташа, ты что? Иди меня, негодяй! Миша, я тебя еще по всему городу сбила с ног, а ты здесь, да еще в такой компании. Сударыня, ну что вы имеете против меня? Наташа, в самом деле, я не понимаю. Уж новость облетела весь город.
А мой брат в хмелю, в неведении. И ничего не понимает. Стало быть, новость про дуэль уже за пределы двора просочилась. И 3 часов не прошло. Забавно, забавно. Забавно ему, это все из-за вас. Сударыня, да объясните же, наконец. Это вы вызвали наследника на дуэль. Как жалко, что он не застрелил вас. Ну, Наташа, ты забываешься. Владимир ранен. Очень жаль, что легко. Я вижу, господину Корфу пришлось по вкусу это приключение. Сударыня, угомонитесь, бога ради. Приключение закончилось благополучно. Наташа, ты преувеличиваешь. Все кончилось, и действительно никто не пострадал, если не считать легкой раны Владимира. Все кончено, говоришь. Так вот знаете, что это шампанское, которое вы пьете. Возможно, последнее шампанское в вашей жизни. Далее вы обедать будете уже в тюрьме. Что еще стряслось? Вас ждет увлекательное путешествие. Давеча государь распорядился арестовать вас обоих. Я уверена, господину Корфу, это приключение придется по вкусу, и он с восторгом будет ожидать решения суда. Миша, но ведь ты ни в чем не виноват, я умоляю тебя. Уезжай, пока вас не арестовали. Бежать? Разве можно скрыться от гнева императора? Уедешь куда-нибудь, пока все не образуется. Потом император сменит свой гнев на милость, и ты вернешься. Миша, я прошу тебя. Спасибо за предупреждение, сестрица. Но скрываться я не намерен. Это низко. Как вы себя чувствуете, Иван Иванович? Здравствуй, Лизонька. Присаживайся. Приболел я, видишь, но, надеюсь, доктор Штерн поставит меня на ноги. Вы непременно должны поправиться. А что привело тебя ко мне? Иван Иванович, вы получили мое письмо. Какое письмо? Я писала вам в Петербург насчет поместья. Так это ты писала? Вот так новости. Да, Иван Иванович, я хочу помочь вам сохранить ваше имение. Спасибо, ты и так помогла мне. Остальное не твоя забота. Иван Иванович, скажите, а вы все еще хотите нашей свадьбы с Владимиром? Лизонька, я своих решений не меняю. Я давно благословил ваш брак. Но ты, я слышал, теперь помолвлена с другим. Я не давала согласия на брак с Андреем Платоновичем Забалуевым. А если мы с Владимиром обвенчаемся, то у маменьки больше не будет даже повода завладеть вашим поместьем. Понимаете? Девочка моя, у тебя светлая головка и доброе сердце. Спасибо тебе. Доктор, что с ним? У барона слабое сердце. Но он поправится? Сожалею. Вы говорите так, как будто все уже кончено. Но ведь он жив. Вы предлагаете просто ждать, когда? Неужели нет каких-нибудь серьезных лекарств? Я могу выписать лекарство, которое приглушит боль. Но еще никто не придумал лекарство от старости. Да как вы можете так говорить? Он должен жить, слышите? Здесь я отдаю приказания. Если барон узнает, что вы… Барон? А о чем он узнает? Он языком-то пошевелить не в состоянии. Я сказала, вон из моей комнаты, слышите? Твоей комнаты? Но она вовсе не твоя. Здесь все принадлежит барону. А его скоро не станет. И тогда я здесь буду хозяином. Всему. И тебе тоже. Анна, вы правы. Сдаваться нельзя. Я сделаю все, что смогу. Люди бессильны перед временем. Постарайтесь это понять и принять. Я пойду на кухню, распоряжусь насчет диеты барона. Прошу меня извинить. Хорошо. Спасибо вам, Илья Петрович. Мадам, оставьте нас. Я хочу поговорить с ним наедине. Итак, стало быть, дуэль. Дуэль. Ты прекрасно осведомлен о жестких мерах, которые предусмотрены для нарушающих закон. Закон
который в числе прочего запрещает дуэль. И тем не менее, дуэль. У меня не было другого выбора. Правильно, не было выбора и не могло быть. Ты обязан был избежать дуэли. Речь шла о чести женщин. Честь дамы! Для тебя важнее жизни наследника престола. Отец, мои понятия дворянской чести, с которыми меня с детства... Которыми с измальства забил тебе голову, Василий Андреевич. Я вижу, ты неисправим. Пока фрейлина Калиновская находится при дворе, у меня нет никакой надежды быть за тебя спокойным. Что вы хотите этим сказать? Я хочу сказать, что мне нужен наследник. России нужен наследник. А не влюбленный мальчишка, который волочится за придворными юбками и норовит отдать Богу душу на дуэли. Отец, но неужели вы не понимаете, что я не мог поступить иначе? Тебе больше не придется мучиться проблемой выбора между священным долгом и надуманным благородством. Ты наследник престола, поэтому ответственность за твой проступок ляжет на плечи тех, кто не сумел оградить тебя от ошибки. Вы хотите наказать Ольгу? Нет. Фрейлина здесь ни при чем. Я предпринял иные шаги. Какие шаги? Благодарю тебя, Лизонька. Однако боюсь, что не поспеем мы с вашей свадьбы. Уж больно прытко матушка твоя за дело взялась. Мы поспеем. Если сейчас договоримся с Владимиром, мы могли бы обвенчаться в тайне. Как только маменька узнает, что у нее нет больше шансов, она тотчас же оставит эту идею, я уверена. Она же пыталась завладеть вашим поместьем, чтобы включить его в мое приданое. А в таком случае я и так буду здесь хозяйкой. Ну, я бы не отказался от такой хозяйки. И к чему ей тогда эти хлопоты? Она навсегда оставит вас в покое, Иван Иванович. Ты так хорошо все придумала, Лизонька. Осталось только выяснить, удастся ли нам воплотить твой план в жизнь. Сейчас же пошлю за Владимиром. Наташа, я офицер царской армии. Если государь считает нужным арестовать меня, я обязан подчиниться. Моя жизнь всецело принадлежит государю. Миш, а сестра права. Ты действительно мог бы скрыться ненадолго. А потом всю жизнь стыдиться того, что совершил поступок, недостойный благородного человека? Я понесу любое наказание, какое государь посчитает нужным. Даже незаслуженное. Да. Безумец. Он такой же безумец, как и вы. Сударыня, ваш брат благородный человек. И мы с вами не сможем заставить его изменить это решение. Несмотря на всю вашу нелюбовь ко мне, Наталья Санна, я хочу попросить вас об одном одолжении. Оно не сильно обременит вас, я уверен. Что там еще у вас? Кажется, вы знакомы с князем Андреем Долгоруким. Я передал ему футляр с моими наградами. Сделайте милость, скажите ему, чтобы он отвез их моему отцу. Андрей? Вы тоже втянули его в эту историю? Как вы могли втянуть его в это? Наташа, успокойся. С ним все в порядке. Он скоро должен вернуться сюда. Прошу тебя, дождись его и передай просьбу Владимира о медалях. Только ради вашего отца. Войдите. Господин Корф, господин Репнин.
Я имею высочайшее предписание арестовать вас и припроводить под стражу. Ну вот и все. Так быстро? Не стоит. Мы прекрасно знаем, что там написано. Миша, да что же это? Господа, это ошибка, это чудовищная ошибка. Мой брат, он ни в чем не виноват. Вы, сударыня, я уполномочен только выполнить приказ об аресте. Ходатайствовать это не ко мне. Ну все, сестренка. Кончилось мое регенство. Некому теперь будет твоих кавалеров отваживать. Я их всех соберу и привезу к тебе в Сибирь. Господа, пора. Миша, я сегодня же напишу отцу в Италию. Не стоит беспокоить родителей. А ну как меня и правда в Сибирь на каторгу сошлют. Отца же тогда удар хватит. Пожалей их, по крайней мере, до суда. Мы в вашем распоряжении, господа. Прошу следовать за мной. Миша. Вот беда-то на наши головы. Совсем барин плох. Да. Не берег он себя. Точно, не берег. Не берег. Совсем себя не щадил. Хитрая. Ты бы барону что-нибудь эдакое подарила, а то как узнает он, что я его обобрал, не сносить мне головы. Говорили ведь ему, покой вам нужен, барин. Покой. И отдых. Но он такой человек. Все ему надо проверить, во всем лично удостовериться. Он ведь и когда слег, тоже не отдыхал. И когда Лизавета Петровна к нему ходила давеча, тоже, небось, все о делах говорила. Да, вы правы, Карл Модестович. Все о делах, о урожае. Говорил. Да, так вы, Лизавета Петровна, за этим пришли в такой спешке. Уже ли что случилось в поместье, что с бароном срочно о хозяйстве посоветоваться понадобилось? Я никогда не стала бы беспокоить Ивана Ивановича по мелочам. Дело было безотлагательной важности. Так, стало быть, все-таки случилось что-то у вас в поместье? Пожалуйте, Елизавета Петровна, я вас отвезу. Спасибо. Не беспокойтесь, Карл Модестович. Все будет хорошо. Берегите барона. Фу, что в тебя? Я слыхала, барин совсем плохо. Да, очень плохо. Помрет, стало быть, скоро. Да как же ты можешь так говорить, а? Все там будем. Когда-нибудь. То-то у тебя жизнь изменится, когда старый барон в ящик сыграет. А тебе не кажется, что у тебя жизнь тоже может измениться, когда барон поправится? Поправится он, как же. Вон как осунулся-то за ночь. Совсем ослаб. Приставится скоро. Барон выздоровеет. И как только он встанет на ноги, он положит конец твоим козням. Каким козням? Да вот этим. Ну чего вы сердитесь? Лиза работала всю ночь, чтобы вам угодить. Да ничуть, я не сержусь. Я просто понять хочу, почему Лиза работала всю ночь, а у Таньки пальцы исколоты. Барыня, да я ведь тоже вышивала. Вот пойдем к тебе и посмотрим, что ты там навышивала за ночь.
Да, пойдемте. А вот загляну к Лизе и пойдем. Маменька, Татьяне дурно сделалось. Матушка, что-то случилось? Вот я и пришла посмотреть, не случилось ли чего. Вы же сами меня заперли. Что же со мной может ужасного произойти? Разве что со скуки помереть. Но я, как вы видите, вполне здорова. Не стоило беспокоиться. Вижу, жива, здорова. А то мне Софья все время лжет, что ты больна, работала, всю ночь спишь. Странно как-то. Не вижу, матушка, в этом ничего странного. Вы что же думали, я тут удавиться решила или сбежать? Да от тебя всего можно ожидать. Таня, что с тобой? Что у вас такие лица сегодня? Что случилось? Это я хочу понять, что тут случилось. Почему они мне говорят, что ты больна, спишь, а ты одета, обута? Ну-ка, покажи-ка мне свои туфли. Зачем туфли? Быстро. Аннушка. Как вы себя чувствуете, Иван Иванович? Уже получше. Завтра, глядишь, на ноги встану. Доктор Штерн велел вам на диете сидеть. Я сейчас побегу к Варваре и принесу вам бульон. Постой. Ты лучше вот что. Принеси ко мне из кабинета перо, бумагу и чернила. Хочу продиктовать тебе письмо. Ну, вам сейчас нельзя волноваться, Иван Иванович. А дела подождут. Аннушка. Вам нужно сначала вылечиться. Нет, это не терпит отлагательства. Мне нужно срочно написать Владимиру, вызвать его из Петербурга. Пожалуйста, принеси перо и бумагу. Да, дядюшка, сейчас. Поторопись. Оля! Оля. Оленька. Наташа? Андрей, Вот сюрприз. слава богу, я уже боялась, что не дождусь тебя. Чего ты боялась? Где Вальдемар? Где Миша? Их арестовали и увезли в крепость. Господи. Это из-за дуэли. Именно из-за дуэли. Я спешила, думала предупредить их. А их увели при мне под конвоем, как преступников. Наташенька, ты не плачь. Не плачь. Слава богу, ты в безопасности. Андрей, как ты мог ввязаться в эту дуэль? О чем ты думал? Владимир мой друг. Хороший друг, ничего не скажешь. Попросил умереть с ним за компанию. Слава богу, что тебя не было, когда их арестовывали, Андрюша. Наташа, Что? они за мной вернутся. Нет, Я был секундантом у Корфа. никто не узнает. Я не могу бросить друзей, чтобы они страдали за меня. А я не хочу, чтобы вы все страдали из-за этого проклятого Корфа. Андрюша, я умоляю тебя, уезжай сегодня же куда угодно и как можно быстрее. Это невозможно, ты же знаешь, я не могу так поступить. Обыщите-ка их еще раз, на всякий случай. Да поживее. Вот, ваше благородие. Извольте вернуть. Со мной, правда, все в порядке. И не ругайте кучера, эта лошадь понесла. Хорошо, я не буду ругать.
ехать пора. Извините. Подождите! Куда же вы? Подождите. Вы что, не слышали? Отдайте немедленно. Изящная вещица. Вряд ли она принадлежит офицеру. Наверное, горячая эта бабенка. Признавайтесь, она хороша? Замолчите. Адресок не дадите? Вам-то он вряд ли пригодится, а я бы охотно объездил эту кобылку, чтобы не застоялась. Негодяй. Ну что, не готов еще? Пусть еще постоит. Ты сядь, отдохни. Целый день на ногах. Да ты что, Варвара? Иван Иванович попросил срочно принести ему перо и бумагу. Хочет написать письмо Владимиру. Он совсем о себе не думает, о своем здоровье, только о делах, даже сейчас. Владимиру говоришь? Наверное, хочет написать, что захворал, чтобы Владимир Иванович приехал. Он думает, что Владимир может помешать княгине Долгорукой похитить поместье. Этой ведьме надо помешать. А ты вот что. Ты беги и сделай, как барин велит, а бульон подождет. Хорошо, ты права. Я побегу. Давай. Ах, вот ты где. Барон велел, чтобы ты приготовила ему лекарство. Да, но у барона достаточно лекарств. Ну, значит, недостаточно. Я только что сам говорил с бароном. Мне кажется, ему сделалось хуже. О, Господи, опять сердце. Я пойду к нему. Аня, он просил лекарства. Ты, конечно, можешь пойти к нему без лекарства, но, боюсь, может быть слишком поздно. Да, вы, конечно, правы. Конечно, вы правы. Дай помогу. Быстрее сделаем, быстрее отнесешь Ивану Ивановичу. Спасибо, Варя. Ромео. Забыл. Ромео. Черт. Что ты тут делаешь? Репетирую. Слушай, быстро. Готовь перо и бумагу и бегом к барону. Он там что-то написать задумал. Завещание. Болтаешь лишнего. Хуже. За сыном в Петербург послать хочет. Ну и что в этом плохого? Все. Если он вернется, он нам все испортит. Так что давай поторопись. Да запоминай все как следует. Потом мне перескажешь. Поняла? Не глупее других. Быстро! Не как в Зимнем дворце пожар. Или вас снова вызвали на дуэль? Отец, я хочу знать, где фрейлина Калиновская. В обязанности императора не входит слежка за фрейлинами императрицы. Отец, скажите мне, где Ольга? Я уже говорил, Ольгу ты больше не увидишь. Не ее вина, что я принял вызов. Но дуэль состоялась из-за нее, не так ли? Она умоляла меня отказаться. Как? Значит, ее мнение для тебя не выше моего? Хорошо. Я признаю, я виноват. Непростительной глупостью было драться на дуэли. Накажите меня, но не Ольгу. Каждый получит свое. Относительно офицеров Корфа и Репнина решение примет суд. Убежден, оно будет справедливым. Наказание для собственного сына я могу назначить сам. Я принял решение удалить Ольгу. Если бы я отказался от дуэли, вы бы нашли другой способ избавиться от нее, не так ли? Саша. Так что я думаю, что вы очень рады, что я принял этот вызов. Чтобы разлучить нас, лучшего повода не придумать. Довольно. Вы поступили безрассудно. И даже хуже того. Ваш поступок попросту глуп.
подумали о последствиях, с которыми придется столкнуться вашей семье и вашей стране. Всегда нужно помнить о последствиях. Подумайте об этом, когда в следующий раз не найдете свою любовницу. Галя. А если бы не туфли, вы бы мне не поверили. Ну, знаешь, говорят, доверяй, но проверяй. Может быть, маменька, мне вы позволите теперь выходить из комнаты? У нас другой уговор. Я помню. Я, знаете, маменька, много думала и пришла к выводу, что Андрей Платоныч не так уж и плохо. Он даже очень мил. И вы были правы, я выйду за него замуж. Уразумела. Умница моя. Красавица моя. Коли так, завтра же позову Андрея Платоновича в гости. Будешь жить с ним, как у Христа за пазухой. Соня, идем. И дверь запирать не буду. Хорошо, что я догадалась переобуться, Таня. Елизавета Петровна, вы что, собрались за Балуева? Танька, ты поверила? Ну это же просто замечательно. Подождите, я ничего не понимаю. Я говорила с бароном Корфом. Он вызовет Владимира, и, Тань, понимаешь, мы с ним поженимся. Так что ж, вы все придумали про Забалуева? Ну, конечно. Ох, от сердца отлегло. Я буду во всем соглашаться с маменькой. И буду любезничать с этим старым чертом, готовиться к свадьбе и тянуть время. А потом вернется Владимир. Как здоровье, барин? Я принесла, что вы просили. А где Анна? За лекарством пошла. Мне не нужно лекарств, мне нужно написать письмо. Я же ей говорил. Барин, не беспокойтесь вы так. Давайте я помогу написать. А то пока Анна вернется, уж я говорил, ей письмо важнее. А она заладила лекарство. Все по-своему делает. Никого не слушает. Давайте я помогу. Отец, вы хотите наказать невиновных. Не только Ольга, а также поручик Корф и Репнин, они ни в чем не виноваты. Михаил Репнин выполнял мой приказ. Он пытался отговорить меня от дуэли, как и поручик Корф хотел отменить дуэль, когда узнал, кто я. И тем не менее, они приступили законом. Это я настоял на дуэли. И должен быть наказан только я. Это решать не тебе. Ты уже сделал мудрый выбор, принимая вызов. Отец! Не перебивай. Все участники дуэли будут наказаны согласно букве закона. А ты больше никогда не увидишься с Ольгой Калиновской, поставившей твою жизнь под угрозу. И запомни, я никогда не меняю своих решений. Я тоже не меняю своих решений. Я найду Ольгу, куда бы вы ее ни спрятали. Хватит играть в благородство, Андрей Петрович. Если вам безразличны мои чувства, подумайте хотя бы о своей семье. Неужели вы хотите оставить их одних? Наташа, я не собираюсь бежать, это недостойно. К тому же бессмысленно. Все равно меня найдут. Как глупо вышло. Перед дуэлью Владимир отдал мне свои медали, чтобы я в случае его гибели передал их его отцу. Я так радовался, что все обошлось. Владимир наверняка хотел бы, чтобы ты эти медали передал барону. Кто-то должен рассказать барону, что случилось с его сыном. Я думаю, самое разумное сейчас, если ты поедешь к ним в поместье. А что потом? Навестить родственников? Потом других родственников? Уехать на неделю, на месяц, может быть, на год? Пока Владимир и Миша будут на каторге. Пока об этой дуэли и думать забудут. А почему бы нет, Андрей? Я уже потеряла брата, я не хочу потерять тебя. Негодяй. Вы мне за это ответите. Теперь я понимаю, что с вами нельзя разговаривать, как с благородными людьми. Еду и воду не получите, пока я не скажу. Связать им руки. Не положено, ваше благородие. Положено!
Они слишком опасны.